Здравствуйте, с вами Диалюди, и я Екатерина Дудинская, психолог и мама ребенка с диабетом. И сегодня я бы хотела поговорить, почему подростковый возраст и диабет первого типа это довольно сложный период. Когда ребенку устанавливают диагноз диабет первого типа, родители обычно проходят, все родители, через период адаптации. Они учатся считать углеводы, рассчитывать дозу инсулина, они учатся контролировать сахар, они учатся подбирать еду, замечать закономерности, смотреть, как на ту или иную ситуацию реагирует их ребенок, да, его уровень сахара в крови. И часто через какое-то время приходит ощущение: все, мы справились, мы приняли, мы понимаем, что делать, как делать, и мы научились жить с диабетом. А потом приходит подростковый возраст. И многие родители начинают говорить одну и ту же фразу: «Я не узнаю своего ребенка». Еще недавно он соглашался измерять сахар, он соглашался рассказывать о каких-то своих ощущениях, почему сейчас сахар высокий, а здесь низкий, спрашивал какого-то совета. А теперь он забывает болюсы, он скрывает показатели, раздражается на вопросы какие-то, говорит: «отстаньте», делает по-своему, закрывается в комнате и так далее. И родители говорят, что появляется такое чувство, как будто он это делает специально. Но если посмотреть глубже, то ситуация гораздо сложнее, потому что подростковый возраст — это не просто сложный характер, это капризы и так далее. Подростковый возраст — это период, когда человек решает одну из главных задач развития: «Кто я?». И ребенок постоянно начинает постепенно отделяться от родителей. И если раньше мама и папа — это были главные источники правил, решений, советов, то теперь ребенок начинает проверять: а кто я отдельно от них? А могу ли я сам принимать решения? А что думают обо мне другие? И это естественный этап и процесс взросления. Но у подростка с диабетом есть дополнительные сложности. Ему нужно стать самостоятельным, а болезнь о себе все время напоминает, что ты не полностью свободен, ты всегда должен думать еще о таких вещах, о которых многие люди даже не догадываются. А у других подростков нет необходимости считать, сколько хлебных единиц или углеводов в еде, какой сахар перед тренировкой, почему сейчас 15 миллимоль, об этом думать, есть ли с собой инсулин, не забыл ли ты про болюс, есть ли у тебя с собой конфетка или декстроза. А подросток с диабетом первого типа каждый день сталкивается именно с этим. И его тело требует дополнительного внимания. И тогда внутри рождается протест. Почему я должен постоянно об этом думать? А родители в такой момент часто думают: он просто стал безответственный, он просто делает все мне назло. Но подростковый организм действительно сильно меняется, и во время пубертата повышается уровень гормонов роста, уровень половых гормонов меняется, они влияют на чувствительность ткани к инсулину, то есть организм становится менее предсказуемый. То, что раньше работало, тот же завтрак, коэффициент, похожая активность, вдруг перестает давать привычный результат. И подросток, возможно, и делает все правильно, как вы ему сказали, но сахар все равно ведет себя нестабильно. И это очень важно помнить и понимать родителям, что не каждый высокий сахар — это ошибка подростка, его протест или его каприз. Иногда это просто сложный этап физиологии. Еще один важный момент. Мозг подростка развивается постепенно, и зоны, которые отвечают за планирование, за оценку последствий, за контроль каких-то импульсов, продолжается это развитие примерно до середины 20-х лет, скажем так. Поэтому взрослый человек думает: если я сейчас ем сладкое без инсулина, завтра будет плохо. А подростковый мозг часто работает иначе. Подросток думает: я хочу это прямо сейчас. Что будет завтра, меня не интересует. Все друзья едят, и я буду. Ничего страшного не случится, потому что мозг подростка не способен спланировать через 10 лет те последствия, которые произойдут, если вдруг он перестанет контролировать сейчас свой сахар так, как положено. И это не значит, что подросток глупый или ему все равно. Это особенности развития мозга. А еще сверху добавляется это чувство
принадлежности к группе. Для подростков быть не таким очень тяжело. В этом возрасте принадлежность к группе имеет огромное значение. А диабет делает человека заметным, не таким, как все. Нужно достать сенсор, нужно сделать укол, нужно объяснить друзьям, почему это происходит, нужно от чего-то отказаться. Например, во время высокого сахара смочь сказать, что я сейчас не могу есть эту пиццу и находиться рядом с друзьями. И иногда подросток думает, что лучше я спрячусь. Лучше я спрячусь, тем буду отличаться. Поэтому скрывает диабет. И это часто не про безразличие. Это попытка сохранить себя в группе и быть точно таким же, как все. А теперь посмотрим на другую сторону, на родителей. Родители подростков тоже переживают кризис. Они видят опасность, они знают о возможных осложнениях, они способны оценить длительность времени и цену ошибок через 10 лет, и поэтому они начинают контролировать своего ребенка еще сильнее. Напоминать ему: ты проверил сахар, ты уколол инсулин, почему опять высокий, почему ты не посчитал, почему ты не отследил и так далее. И это происходит не потому, что родители хотят контролировать жизнь ребенка. Чаще всего за этим стоит страх. Страх потерять здоровье своего ребенка, страх, что они что-то упустили. А подросток слышит немножко другое. Он слышит, что я недостаточно взрослый, мне не доверяют, ко мне относятся как к маленькому или как к глупому, и начинается борьба. Потому что в детстве родители были менеджерами диабета, да, так сказать, менеджерами. И они считали, напоминали, контролировали и занимались основной частью этого процесса. В подростковом возрасте задача постепенно меняется, и родитель должен перейти из роли контролера в роль партнера. Не почему ты опять не сделал, а что тебе сейчас мешает справляться. Не ты все делаешь неправильно, а давай подумаем вместе, что можно изменить и как я могу тебе помочь. И подросток должен почувствовать, что диабет это моя ответственность, но я не один. Не надо мной кто-то контроль производит, а стоит рядом, мне доверяет и мне помогает. И самое главное, что нужно помнить, что подростковый период заканчивается. Этот хаос не будет длиться вечно. Подросток постепенно станет взрослым человеком, который может принять свой диабет, может осознать этот образ жизни, научиться управлять им. И главная задача родителя не выиграть эту битву за сахар, а сохранить отношения. Потому что именно отношения останутся тем ресурсом, который помогает человеку заботиться о себе всю жизнь. А я желаю вам ровных сахаров, сил. В следующем видео мы поговорим о том, почему подросток с диабетом перестает слушаться родителей.